Это мой автомобиль. Номер 17 по счету. А точнее на данный день средство передвижения. Единственное. Я офигел, Валера. Друзья, всем привет. Всех раз вас снова видеть. Короче, сегодня будет видео про мои все автомобили, которые у меня были за мою жизнь. Так, надо тут камеру поставить, чтобы она не упала как-то. Символично, что я снимаю это на авторынке. Решил, ну тут по случаю был, встречался с человеком и думаю, засниму заодно ролик. Помню, что, кстати, надо же достать смартфон. Я не просто я по памяти, по машины-то все помню, но я не помню года. Вот я просто буду чуть такие истории рассказывать еще про это. Про свои автомобили. Короче, у меня оказалось было всего 16 автомобилей. Вот велосипед сейчас у меня, у меня сейчас нет автомобиля, у меня столько велосипедов, вот я на нем передвигаюсь. Хотя, скажу вам так, я не один такой. Сейчас вот ехал сюда, встретил знакомого, тоже едет на велике, хотя у него автомобиль неплохой, Mitsubishi, кажется. Сейчас многие пересели, даже мой сын ездит иногда на велике. Ну что, бензин дорогой, бензина нет. Ну, тяжелая ситуация. Поэтому нужен ли в автомобиле вообще сейчас? Вопрос очень большой. У меня сейчас нет, нужен будет, куплю, не проблема. Это вообще какой-нибудь самый там дешевый. Кстати, сразу предупреждаю, у меня не было таких крутых автомобилей, все были такие. Ну, я так, знаете, начинал, дошел. Дошли мы до нового автомобиля, за 12 тысяч самый дорогой был. Но своими силами, я помню, вот с 1000, грубо говоря, дошел до 6, а потом там такое качели начались, опять пошел в дешевле, но я рассказывать сейчас буду, если интересно. И, кстати, что я хочу еще рассказать, смотрите, у меня будет канал отдельный. Сегодня, опять же, встретился с другом, он мне такую идею начал подавать, а я такой думаю, подождите, у меня, вот у него СТО, у друга, у сына СТО, еще одного товарища СТО, короче, это. И думаю, блин, сколько у меня мототема, велотема, велосипедисты, всех велосипеды. Потом, опять же, мотоциклист, крестник, мотокросс. Блин, думаю, надо, думаю, а у меня что каналы как бы вообще не об этом. Думаю, зритель не тот, думаю, а что такое YouTube, алгоритмы. Поэтому будет еще один канал, я ссылку дам, буду потом кое-как его рекламировать, про него говорить. Буду там про автомобиль, я же говорю, СТО, все такое. Попробую, будем делать, что, тема интересная. Есть материал, но тут как бы я о жизни говорю, о своей личной, мой это канал. Навалан это такое, просто жизнь, рыбалки, там такое все будет. Значит, сейчас открою галерею, начнем. Значит, смотрите, начинаем с чего. Первая машина у меня была, 21 год мне был, кажется. Я купил первый автомобиль свой. Мой первый автомобиль был, я не знаю, на этом рынке я его купил. Он был... Назывался «Москвич». Я буду вставлять фотки этих автомобилей. Просто, может, кому интересно. Это так, для общего, чтобы вы знали все про меня. Чтобы где-то через год вы знали меня как себя, короче. Поэтому я буду рассказывать про все. Первый автомобиль был «Москвич». Это 94 году я купил первый автомобиль. 1500, 1550, кажется, не помню, здесь. Ну, ладно, не буду ничего про него рассказывать. Просто так буду, факты. Купил и купил, короче, такого цвета, все. Потом я его продал очень быстро, что-то он был какой-то переделанный, видно, перекупщиками сделанный. И я купил за $1000. Я, кстати, цены не все помню, но так буду, кого помню. Потом я купил «Жигуль», копейку. Продавал «Москвич». Было это всегда так. Я продавал машину и буквально на следующий день покупал другую. Это вот такой вот я человек. Тут же и покупал. Потом я купил копейку. 94-95 год она у меня была, целый год, кажется, я на ней катался. Кстати, «Москвич» я купил, у меня не было еще прав. Купил копейку, я ездил, сдавал на права и ездил на этой копейке. С другом, мне друг возил. На «Москвиче» тоже я учился, вот здесь же тоже на этом рынке кататься, ездить. Тут сам обучался. По району ездил без прав, а так куда-то, если надо было, друзей искал, у которых есть права, они меня возили. Потом копейка, вот такая красная. Тоже без прав, и вот я помню, выходим мы такие с урока, с этих занятий, я друга попросил, говорю, сядь, я сяду, и мы выходим с занятия, я сажусь за руль, чтобы выехать со двора, и чтобы все увидели, короче, дебил, малолетний. Значит так, а потом выехали со двора, он пересел, мы поехали дальше. Далее, после копейки какая-то ситуация была, у меня как раз ребенок родился, я продал копейку, нужны были деньги, продаю копейку. Это все время летом я их продавал, потому что у меня во время учебного года у меня была работа, я фотографировал,
А летом все время не было работы. Свадьбу я еще не снимал. И я продавал машину, и мы жили за эти деньги. Потом в сентябре опять работать шел, опять зарабатывал, опять покупал машину. Но тут у меня родился ребенок, деньги нужны были, продали. То есть еще не родился, должен был родиться. И тут нужно было ехать забирать. И я, короче, пришел сюда, и вот там вот, ну не на рынке, а стояли еще за рынком там. Чувак только выгнал, там, как, вообще как новая вообще машина была, Запорожец. Я купил Запорожец, чтобы жену забрать с ребенком с роддома. Это уже я с правами был. Вот такая фигня. Но я, правда, все равно друга взял, чтобы он нас повез, а я же сидел, ребенка держал. После Запорожца я на нем нормально годик поездил, тут же я его продал. И тут же, тоже за рынком, там на входе стоял, я купил Volkswagen Golf первый. Тоже он пробыл у меня год. 97-98 год это было. После Volkswagen у меня была большая, я развелся. Жил, опять же, тоже кризис был, денежный, все, там туда-сюда. Кстати, видите, как интересно, развелся, а машина мне осталась. Ага. Что-то никто ничего не делил, ничего никто никому не отдавал. Видите, как интересно, тоже факт. Ну, блин, вспоминается, какие факты интересные. Далее, и потом была пауза большая, я опять фотографировал, возился. Мне нужна машина была для чего всегда? Для фото. Мне много техники, фототехники. Я постоянно, мне нужна машина, чтобы большие сумки, все, там, свет, штативы. Ну, опять же, увидите, я буду распаковку, все никак не сделаю, вещей, которые мне привезли, увидите, какие штативы, сколько у меня техники, какие сумки. И я вот не помню, какая пауза, кстати. Пауза была 98 год, 97-98 Volkswagen. Я еще тоже Volkswagen покупал, мне друг мой Вова помог. Тоже там $300 добавлял. Мы с ним работали вместе в Павлограде. Ездили, фотографировали. Это мы купили. И он мне даже добавлял. Я потом долго что-то эти $300 ему отдавал, очень помню. Далее у меня денег нет, я начинаю работать, машина нужна. Я с компаньоном, который мне печатал фотографии, как-то... Что-то мы так обговорили, в общем, он мне одолжил денег. Одолжил мне $1000. Я за $1000 купил для работы Таври. Ну, он был заинтересован, чтобы мне было больше работы. Я как-то его загрузил, что говорю, типа, нужна машина, будет больше работы, следовательно, у него будет тоже больше работы. И уже пауза большая была, да, я вот смотрю, блин, 98-й, но это так по памяти, я не знаю, может, я ошибаюсь, года 3-4 я был без машины. Купил Таврию, чисто для работы, вот такую Таврию, значит... Вот она тоже у меня пробыла пару лет. У меня там у Кума была СТО, там он делал навороченные там прямо токи, фильтра ставил там тоже такие крутые. Короче, он мне понаставлял всего, там у меня была, такая была спортивная Таврия, короче. Он еще написал, автоспортклуб, там все. Короче, Таврюха была нифиговая за штуку баксов. Продал потом я ее за 1100. И знакомые тоже продавали Peugeot. 305, 302, вот я не помню, честно, какие-то там они были, 304, 305, ну вот фотография ее дизельная, и она, короче, сразу поломанная была, блин, я на ней кое-как год, она то лето тепло отъездил, а потом зима пришла, и все, дизель, а дизель уже был плохой убитый мотор, и она не перестала заводиться, короче, я Куму на СТО, и он начал делать, но что-то как-то он ее так долго делал, а я без машины не мог, и я пришел сюда и купил за 400, кажется, не помню, честно, вот не помню, 400-600 баксов, вот я вот не помню, брат помнит, наверное, потому что брат потом на это Запорожце ездил, он потом у меня его выкупил, когда, короче, я купил на это время, пока ремонт, что-то он затянулся, ремонт, у меня это Peugeot, и я купил себе Запарик, блин, тоже долго я на нем ездил. Ну как долго, в смысле, ну что-то да, ремонт, или зима была, ну короче, тормозов не было, там, я ездил без тормозов, это вообще было, зима, гололед, я без тормозов, такой Запарик, опять тоже временно перекататься, вот смотрите, чисто по безнадеге, по нужде, и первый Запарик я купил, чтобы ребенка забрать из роддома, второй, чтобы по работе ездить, тоже перекататься, знаете, как сейчас вот на велосипеде, сейчас Запорожец тоже можно купить, Таврию какую-то, буквально тоже за баксов за 500 и кататься, в принципе. Запарик тоже убитый, правда, был, блин. Потом брат его купил. Вот у брата карьера автомобилиста началась с этого Запорожца, потому что у меня было 2 машины, я ее хотел слить, а бабки небольшие были, как бы. Я не сильно тарахчу, но я спешу. Я на СТО еду к брату, к сыну. Еще и брат где-то едет уже, дома скоро будет. Вот такой Запарик. И вот после этого Запарика был очень такой хороший у меня скачок. Ну не после Запарика, а после Peugeot. Peugeot я продал за 3000, кажется. Запарик Серега перекупил у меня тоже баксов за 400, не помню. И я подсобирал за год денег, и у меня, короче,
как всегда, весной деньги у меня появлялись, год работаешь, а только весной деньги появлялись. И я насобирал, и у своего кума купил офигительную десятку. Еще девушка жил, она мне помогла, тоже добавила 500. Родители что-то штуку, кажется, дали. И вот я с этим всем $1000, за 6 штук, 6200, кажется, купил у кума двухгодичную, офигенную, навороченную десятку. Он там в нее вложил, он ее купил за там, 10 тысяч или сколько, он еще столько же в нее вложил. Там была такая крутая, ну, вообще... Очень крутая была десятка. Потом, блин, прошло время, я в этой десятке знакомлюсь с последней женой на этой десятке на море. Потом проходит время, год, кажется, что там было с нами, не знаю, что-то я там чуть-чуть что-то сдал тоже. Что-то пошло все не так, короче, сразу. Все шло у меня по нарастающей, я, короче, рос, и тут я встречаю свою жену, ну, будущую жену, женюсь, и все пошло вниз, блин, опять. Пошли растраты. Но я ее продаю. Десятку за 5, купил за 6, блин, продал. Короче, я когда продавал, у меня всегда в минус, я всегда уходил, это я помню. Перепродавал, покупал дороже. Потом уже, когда вот мы в совместной жизни, уже все пошло на лад, уже не, ну, это дальше будет. Продал, купил за 5000, кажется, с чем-то. Ну, и за те же, в принципе, деньги, но получилось, почему я ее взял, что мне человек этот, он дал как в кредит, и я там 1003 заплатил, у меня оставалось, остальное я потом я ему, типа, как в рассрочку отдавал там. Купил Ланос, тоже неплохой вроде Ланос был, но что-то там было, тоже он битый, наверное, что со стеклом там было, как-то мне, что-то там какие-то тоже, ну, такой был непонятный Ланос, в общем. Тоже прокатались год, потом мы купили квартиру в Днепродзержинске, тоже пришлось продавать Ланос, не хватало нам денег, и Ланос продали за 5, а еще дешевле взяли девятку. Это уже в Днепродзержинске мы жили года 2, вот это была девятка, 2006-2008, кошмар, какие годы, как это давно было. Вот такую девятку. Значит, девятки покатались пару лет в Днепродзержинске, мы приехали, продали квартиру в Днепродзержинске, и за эти деньги, что мы продали квартиру, ну, там остались еще какие-то, ну, не за все, конечно, за какие-то оставили. Мы продали, мы купили, я себе вот такую BMW белую, 24, прикиньте, все что-то повылетало с головы. Ну, это была 2-литровая она у меня, бензина жрала, конечно, блин. Что же я хотел сказать быстро, что это за BMW? Это же у нас какая BMW? 5, да. Я уже забыл, как они называются. Семерки. Блин. Ну, короче, вот такая BMW, блин. Классная, офигенная BMW, блин. Помню, сын вообще от нее тащился. Вообще. Ну, это круто. Я бы сейчас на такой ездил, бы, честно. Ну, очень удачная модель. Мне BMW, а жене купили вот такой вот китаец. Точнее, мы сначала этого китайца купили, в Днепродзержинске еще. Вот это Cherry Amulet. А BMW... Это мы купили уже потом здесь тоже на рынке. Что этот рынок вообще очень. Далее продаем мы 2 машины. И ту, короче. Это уже проходит даже 2008-2012 мы покатались. На 2 машинах, как короли, такие деловые, блин. 2 гаража, 2 машины. Блядь, молодость. Что в той голове было, я же говорю. Нет, чтобы квартиру купить. И покупаем вот такую вот жужика, блин. Черри кукушка, QQ. Одна, все. 2 машины продаем, остается 1 машина. Где мы деньги дели, хрен его знает. Не помню за сколько. Тоже что-то недорого, 1004, кажется, она стоила. А может и больше, я не помню. Ну, короче, и вот у нас такая офигенная машина была. Я бы сейчас такую взял, клянусь, надо посмотреть, сколько стоит. Офигительная. На море на ней ездили. На всех этих машинах мы ездили на моря. На BMW не ездили. BMW только в Харьков, помню. Так летели, так на BMW было круто. На BMW на море не ездили, на Амулете ездили. Далее, продаем это, проходит время, год, наверное. Там что-то было с рейкой рулевой, так мы ее не смогли сделать. Делали, что-то там так и не получилось. Мы продаем, покупаем Кима. Кима битая, мы не знали. Ну, мы не специалисты, мы, знаете, простые обыватели. Вот сейчас буду учиться, общаться. Может, чему-то научусь, а может, ни хрена не научусь. Покупаем Кима, битая, тоже повелись на цену и на новизну. Она была сделана, битая, там, короче, а потом со временем как-то даже не знали. А сын подошел, так на стекло надавил, а там стекло вылазит. Ну, короче, просто вставили даже стекло, и оно даже не приклеилось. А мы ездили. Ну, тоже прикольная была машина, но из-за того, что она была сильно битая, вообще там особо, ну, перевернутая, мы этого не знали, потом уже все это узнали. Мы ее тоже продаем через время. 11-й год. Там она у нас недолго побыла, на море съездили. И покупаем мы за 8000
тысяч, что-то плюс-минус, не помню. Помню, что продали мы ее за 8. За сколько? 2000-2013 год у нас это была Chevrolet Niva. Офигенная тоже машина. Первый типа внедорожник мой. Круто, на море и в Ялту. 12-й год, это точно. На соревнования мы ездили даже в Ялту на ней. Ну, тоже что-то с ней. Вот в Ялте я первый раз почувствовал, что там что-то с коробкой, что-то там вообще, ну, или с приводом. Блин, помню, когда мы там в пробки в Ялте попали, я думал, все, мы назад не вернемся. Но ничего, доехали. Ездили и по Тарханкуту, носились там на ней. Круто было, да, конечно. Для таких вот мест такая машина крутая. По скалам там, поэтому... И вот мы приближаемся к крайней нашей машине. И вот уже перед началом Майдана, Майдан уже начался, уже запахло, как говорится, жареным. Мы поняли, что... Ну, мы как раз захотели эту Ниву избавиться. Нашелся клиент, приехал с Луганской области, так что интересно, он купил. И потом началась эта же война там. Интересно, просто так все совпало. Мы ее продаем за 8 тысяч. Добавляем, собираем все, что можно, еще и в кредит, блин, берем 20 тысяч гривен и покупаем китайца нового. Всегда хотел новую машину. Мы долго ездили по всем СТО, ой, по всем салонам, искали, думали, какую. Ну, по деньгам мы только тянули на такую. Мы даже на какую-то там, как же она называется, Kia Акцент был тоже примерно, там Peugeot были в такой же ценовой категории, но где-то там каких-то там чуть-чуть вот этих вот там сколько-то тысяч нам не хватило, чтобы взять или Kia, или же Kia, ж правильно я говорю, Kia акцент, ну короче акцент. Или не Kia, ну короче, акцент, Peugeot, Renault, там были такие похожие машины, все они по ценой, но они были чуть дороже, нам только на это хватало, и то не хватало, я же говорю, мы пришли еще в банк, и взяли еще в банке, в Альфа-банке, кажется, еще 20 тысяч гривен, потом еще отдавал целый год, блин, с процентами. И вот эта крайняя моя машина, это вот Geely, ну моя, ну не моя уже, вы видите, не моя, потому что она не у меня и осталась не у меня. И, ну, была как бы вроде как моя, не, много, это самая большая она была, с 2013 года по сей год. Это сколько? Почти 10 лет откатали. Ну, никакая знаю. Вся поржавела в плане, никакая знаю, она как новая, там все, но вся поржавела. Не знаю, это или из-за морей, или же из-за чего там. В общем, почему она поржавела? Потому что когда залазят специалисты, дно смотрят, говорят, ей как будто лет 30. Еще даже крайний раз, когда ремонтировали, человек вообще там начал называть себя, говорит, идите все сюда, посмотрите, блин, что с машиной, блин. Потому что там полное уже все. Сказали, ничего не поможет, можно только приостановить, но как бы там пытаться что-то сделать с ней и приостановить эту ржавчину, но уже типа с ней ничего не сделаешь. Так что, в принципе, я сильно за нее не жалею. Цена ей сейчас, в лучшем случае, праздничный, как говорится, красная цена в праздничный день. Если 4 это потолок, и то. А если по-быстрому, то 3 максимум. А купили за 12 тысяч. Какие мы дураки, клянусь. Вот так вот мы и жили по-дурацки. Вот так реально, такая вот дурацкая жизнь была, блин. Все, вот так вот все мои автомобили быстро протарахтел, спешу. Просто, что тут на рынке, думаю, надо снять. Все, друзья, всем спасибо, подписывайтесь. И канал у меня будет новый автомобильный, велосипедно-мотоциклетный. Там несколько тысяч подписчиков, я его раскручивал специально, совсем другие видео. Я знал, что там будет это, но я специально его так крутил, отдавал еще другому человеку. Он там купания выкладывал какие-то, крещения, чтобы набрать народа. Теперь, ну, чтобы монетизация там включилась, все. Теперь набрался народ, там 4000 почти. Они, может быть, разбегутся, конечно, потому что люди приходили с на другое. Но зато я смогу хоть работать на нем и попробовать раскручивать вот эту тему. Я там что-то бродил еще на этом канале, а потом, я же говорю, отдал его, там человек крещения выкладывал. Потом я его забрал назад, потому что заблокировали эти крещения все. И теперь этот канал будет называться Велмобил. Вел, потому что меня с детства называют Вел, Валера Вел. Но он будет через Е, не Вал, а Вел. Типа велосипед. Ну и Вел, и зовут меня Вел, ну называют, зовут и Вел, потому что будут и велики. И мобил, Велмобил, короче. Может быть, может по-другому, не знаю, блин. Пока так придумал, думаю, Велмобил. Все, всем спасибо, всем пока, всех люблю, обнимаю, целую, давайте, до новых встреч. Пишите, что вы вообще про меня думаете и про мою жизнь. Все, пока-пока. Валера. Я тоже Валера. Я теж Валера. Я тоже Валера. Та я ж не Валера. И я ж не Валера. Валера. Офигеть.
Валера, нам стало твое время. Чё? Да не, ничего, я угораю.